Добрый день! Сегодня мы будем затачивать нож МАК. Пришел один нож от клиента, довольно затертый, уже старый. Ну и сегодня мы попробуем вправить. Ради чистоты эксперимента я покажу, что он не режет. Абсолютно даже не проходит бумага, как вы видите. Абсолютно тупой. Ну и будем над ним колдовать. Камень у меня здесь двухсторонний. Одна сторона 600-я, другая 1000-я. Это довольно старый брик, старый кирпичик, так сказать, еще со времен Великой Отечественной войны. Сначала мы будем вправлять режущую кромку, ну а затем перейдем на камни более высокой гридности. Начинаем мы со острия конца. Угол выдерживаем примерно 15 градусов. То есть примерно так, чтобы вам лучше видно было. Начинаем с острия конца и будем медленно переходить к концу ножа. Камень был предварительно замочен в воде, извиняюсь, минут на 10, ну и готов к работе. Приступаем. Нажимать на камень не нужно, или же на нож точнее. Камень довольно грубый, сметает металл на ура. Сначала мы выводим режущую кромку. Довольно быстро он впитывает воду. Сначала обработаем одну сторону. Звук меняется, нужно добавить немножечко воды. Очень важная деталь — выдерживать одинаковый угол, чтобы у вас получилась равномерная заточка с каждой стороны. Переходим на другую сторону. Как быстро он впитывает воду, удивительно. Пальцем мы придерживаем лезвие ножа и указательным пальцем придерживаем другую сторону, чтобы легче было удерживать угол. Несмотря на то, что камень подержали в воде примерно 10 минут, вы можете видеть, как он сильно впитывает в себя воду. Приходится добавлять еще воды.
Так, мы примерно сформировали режущую кромку. Не знаю, наверное, будет плохо видно. Ну ладно, что ж, продолжим дальше. Сейчас мы переходим на камень номер 1000. Этот камень у нас King Deluxe номер 1000. И продолжаем заточку. Начинаем с острия. Угол я выдерживаю примерно 12-15 градусов. Конечно же, все это на глаз. Опять же, камень я чувствую, что уже впитывает в себя воду. Нужно подбавить еще немножечко воды. Придерживаем пальцами лезвие. После недолгих манипуляций на одной стороне мы переходим на другую сторону. Камни бывают разных видов, их очень много. Я использую водные камни. Кто-то предпочитает точить синтетическими камнями, кто-то с алмазным напылением. Лично мне нравятся водные камни. Начал я этим заниматься довольно недавно, наверное, год назад. Сам процесс мне очень нравится. Скажем так, для мужчины он необходим. Это как вам сказать, медитация, что ли. Приятное времяпровождение. Ну и одновременно азарт. Посмотреть, что у тебя получится. Какой будет результат. Довести свой нож до совершенства. Суспензия, которая образуется на камне, я ее не убираю. Хотя после просмотра множества видео я заметил, что многие ее просто смывают, непонятно зачем. Она помогает вам заточить нож. То есть ее нужно оставлять, ее смывать не нужно. Старайтесь работать по всей площади ножа, если у вас получается, потому что если вы будете, например, работать только по центру, со временем камень у вас поменяет свою форму, и его нужно будет выравнивать. По-английски это называется flattering. Для этого продаются специальные камни, специальные устройства и так далее. Множество разных видов. Лично я сделал себе сам, наклеил наждачку на
на доску с более высокой гридностью, более низкой, извините, гридностью. Потом покажу в следующем видео, как это все работает. Да, не забывайте подписываться на нас. Пишите комментарии, будет очень интересно посмотреть, что вы думаете. Лайкайте и так далее. Все это приветствуется. Итак, подработали мы одну и вторую сторону. Сейчас у нас видны изменения более или менее. Так, и другая сторона у нас тоже. Нож, как я уже сказал, довольно покоцанный был, использован довольно много, но, к удивлению, кромка была без сколов, что радует. Давайте пока проверим после тысячного. Небольшой тест, так сказать. Как вы видите, нож уже режет. Сейчас мы подработаем его на более высоких камнях. Сейчас я возьму камень номер 3000 от Suncraft. Довольно неплохой камень, очень доволен. Прикупил его пару месяцев назад. Делает свое дело на ура. Опять же, он у меня был замочен в воде, но здесь уже минут 20 полежал. Начинаем с типа. Тип — это острие ножа. И плавненько переходим ближе к центру. И затем к концу ножа. Давить на нож не нужно, нужно только скользить по камню. Так как сейчас у нас вообще не нужно никогда давить. Сейчас у нас камень с более высокой гридностью, зернистостью. Старайтесь всегда выдерживать один и тот же угол. Я знаю, это тяжело, но с практикой это придет. Лично для меня самое сложное, наверное, затащить острие ножа, потому что его нужно немножко направлять по другим углом и ставить чуть повыше. Но я думаю, с опытом тоже придет, и проблем с этим больше не будет. На данный момент доставляет небольшую сложность для меня. Итак, прошли с одной стороны, сейчас переходим на другую сторону. Придерживаем пальцем здесь и придерживаем пальцами здесь.
Существует очень множество разных камней. Как я уже говорил, синтетические, водные камни, также с алмазным напылением, уже металлические делают и так далее. Вам нужно подобрать то, что нравится вам, то, что вам подходит. Некоторые рекомендуют камни Шаптон, они довольно твердые, они очень долго стачиваются, то есть они прослужат вам очень долгую службу. Но они довольно дорогие. Китайскими камнями я бы не рекомендовал пользоваться, так как они стачиваются в момент. Ну и вообще, как бы вы все знаете качество Китая. Насколько китайцы делают свою работу. Так. Не поймать цвет мне. Вот. Попробуем еще раз небольшой тест на бумаге. Журнал довольно плотный. Как вы видите, режет уже довольно неплохо. Причем по всей плоскости ножа. Сейчас я возьму камень. Есть у меня один камушек. Прикупил я его, честно говоря, вчера от своего знакомого. Он меня очень порадовал этим. Номер 6000 и 10000. Начну с 6000-го. То бишь эта сторона 6000. Повторяюсь, давить не нужно. Ну, начинаем работу. Камень полежал у нас в воде минут 20. Начинаем со острия. Плавно переходим к центру, а затем к концу ножа. После этого камня обычно кромка становится намного заметнее, она становится более отполированной, более яркой, я бы сказал, даже слегка зеркальной. Самое главное в этом деле выдерживать угол. И все у вас получится. Ну и, конечно же, немножко практики. Практика очень важный момент. Не рассчитывайте сразу, что у вас получится затачивать нож хорошо. Придется немножко повозиться, потратить часы работы, так сказать, чтобы понять, как это все работает. Как правильно выдерживать угол, чтобы у вас не гулял. Как правильно держать нож и так далее. Ну, когда вы этого достигнете, поверьте мне, доставит это вам кучу удовольствия. Вообще, каждый мужчина, я считаю, должен уметь тащить нож. И беречь свои ножи. Садись, Личка. Садись. Секундочку. Иди сюда. Давай, что тут? Хочешь воды?
Извиняюсь, дети, сами понимаете. Итак, в какую мы сторону тащили? Сначала эту, по-моему, если не ошибаюсь. Давайте еще немножечко пройдемся. Ну, легкими движениями вы затачиваете нож. Нож фирмы MAC. Довольно знаменитая фирма. Но материал, как я по ощущениям, сталь не скажу, что очень твердая, наверное, в районе 54-58 единиц по Роквеллу. Что, в принципе, делает его легко затачиваемым. Ну и остроту свою он должен держать, конечно, в зависимости от угла, в зависимости, как вы его заточили, думаю, довольно долго. Легко его точить мусатом с алмазным напылением. Точится он просто на ура. Пару движений, он у вас опять как новый. Но для этого нужно иметь правильную режущую кромку. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, буду рад ответить. Показывайте свои работы, задавайте вопросы, может быть что-то непонятно. Попытаюсь помочь вам, объяснить. Это мое первое видео, так что особо я еще в этом, скажем так, на ютубе только появляемся мы. Так что особо сильно не судите. Итак, перейдем мы сейчас на 10-тысячный камень. Перед этим я покажу вам, как заблестела кромка. Довольно тяжело поймать ракурс. Так, вот она. Вроде как поймал. Сейчас перейдем на 10-тысячный. Этот камень я не знаю какого бренда, но он очень твердый, мне он очень нравится. Спасибо знакомому, передаю тебе привет. Надеюсь, ты также будешь смотреть мои видео. Вообще расскажите, ребята, какими камнями вы пользуетесь, что вам нравится, что вам не нравится. Какие проблемы, может быть, вы встречали по заточке с ножами? Или с какими-то определенными камнями? Я, например, слышал, что многие точат на китайских камнях. Но я им лично не доверяю. Но результат есть. Люди все равно точат и получается довольно неплохо. Лично я приверженец Японии. Я считаю, что там все-таки делают качественные вещи, так как у них довольно длительная история, уже больше 700 лет. Начиналось со самурайских мечей и продолжается это по сей день. Хотелось бы съездить, конечно, в Японию, познакомиться с мастерами, которые точат.
есть один мастер, не помню, конечно, как его зовут. Смотрел также видео его на ютубе. Он единственный в Японии, который использует от 8 до 12 разных камней при заточке. Начиная от самого грубого и заканчивая 30-тысячным камнем. Только вдумайтесь, 30 тысяч. Таких я в продаже вообще не видел. Максимальное, что я видел, это 10-12 тысяч. По крайней мере, в Норвегии. Живем мы в Норвегии, работаем тоже здесь. Вот. И этот мастер уже точит ножи больше 60 лет, ребята. Больше 60 лет мужчина занимается заточкой ножей. Ну, это, наверное, легенда уже. Его очень многие знают в Японии. Ай-яй-яй, немножечко я подкосил камушек. Видите, как легко срубить кусочек камня, если ты неправильно поставил угол. То есть нужно меньше говорить и больше сконцентрироваться на заточке. Итак, переходим на другую сторону. Выдерживайте всегда угол, дабы избежать ошибок, какая только что была у меня. И все у вас получится. Итак, заточка у нас подходит к концу. Начало заточки прошло примерно 28 минут, судя по таймеру на камере. Ну и сейчас мы будем делать тест, очередной тест. Помоем нож, высушим. Сейчас я вам покажу. Вот у нас кромочка блестящая. Так вот она выглядит с одной стороны. С этой стороны довольно тяжело показать. Ну что, вот у нас лист бумаги. Мы проверяем по всей длине ножа. Как вы видите, нож очень острый. Попробуем на волосах, которых уже и так практически не осталось на руке. Так, где у нас тут волосики еще есть? Подожди, Личка, подожди. Вот здесь у нас есть. Не знаю, видно вам, не видно. Давайте попробуем. Ну и вот. Вот результат. Волосы бреет, как вы видите. Всем спасибо за видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нас. Будем очень рады. Ну и всего доброго.